Sometimes I wonder. Okay. Приветствую, дорогие друзья! Перед началом этой реакции я хотел бы вам порекомендовать очень крутое приложение, которое называется Muse. Значит, что такое Muse? Muse – это видеозвонок для онлайн-уроков по вокалу и музыке, специально разработанный для учеников и учителей. В видеозвонке очень много удобных инструментов, таких как встроенный аудиоплеер с синхронным звучанием, возможность подключения MIDI-клавиатуры без использования звуковой карты, а также есть встроенное виртуальное пианино и метроном. Также вы можете демонстрировать файлы с возможностью выделять слова и ноты. А еще у вас есть возможность менять темп и тональность одним щелчком мыши. Ну и, конечно же, отличное качество звука, нет ни задержек, ни подавлений звука. Слышно абсолютно все, от самых низких до самых высоких нот. Чтобы раскрыть весь потенциал занятий, используйте компьютер. Поэтому, ребята, переходите по ссылке в описании и покажите своему преподавателю Muse. А теперь давайте начнем. Я вернулась. Как же я скучала по вам. Расскажите мне, как вы, как ваша жизнь? Может, у кого-то новый ребенок или собака? Ну или я не знаю, просто расскажите мне. В любом случае, привет, мои красивые, я The Fairy Voice Mother. И сегодня я буду делать реакцию на Золотце. Единственный и неповторимый, Димаш. Оказывается, это его собственная песня, которая вышла совсем недавно. И я думаю, что все песни Димаша, которые я послушала до сегодняшнего момента, были классическими. 1.0. Винтажный Димаш. И каждый раз, когда я слушаю Димаша, вы мне говорите постоянно, что я еще ничего не видела. Вы говорите, что он способен на намного большее, и что голос его развился еще больше. И я надеюсь, что мы сегодня это увидим. Сделай все возможное, Димаш. Я так готова к этому. Ты без понятия. Я заметила некую схожесть. Это тот же самый... В другой ноте, конечно, но это тот же самый риф, который он использовал в «Грешной страсти». Мы уже находимся в космическом корабле, который направляется на планету Димаш. Все на борт. В один конец. Very serious. Oh, he's gonna be at the end, isn't he? Oh, I can't. Ah, there he is! Oh, he's in a robe as well. There we go. You crown far as I can see. You crown underneath my feet. Stranger in a stranger's land. You chance to know who I am if I have the strength to begin again. Окей, я не готова. Я не могу выпить этот чай. This is gonna, no. Эта мелодия, она не сложна, вообще. Но это один из тех вещей, которые мне нравятся в нем. Он делает из вещей, которые так просты, невероятно привлекательные вещи. С помощью микса звуков, которые он использует. Вокальная нота или фраза состоит из 3 главных вещей. Начало, поддержание или середины и конца. И опытный певец знает, какое начало ноты лучше всего комплементирует поддержки или середины ноты. Это мы называем воздушным или началом на придыхании. И это означает, что наши связки вообще не закрываются, пока мы не дойдем до поддержки ноты. А это начало называется вокальным штрабасом. И это означает, что связки закрылись не до конца, чтобы воспроизвести звук. Они закрываются не до конца и пропускают пузырьки воздуха. Это одно дело начать свое пение таким воздушным, мистическим звуком, но чтобы использовать все эти разные виды воздушного тона, это совсем другой уровень. У нас 50 оттенков воздушности. I love the
harmony. Somewhere in my heart, in ancient times, I wonder. Okay! These Oh, valleys I have climbed them on these hills. No! С каких пор он умеет петь бас-ноты? Это... Нет. Давайте послушаем еще раз. Это будет длинное видео. Я это чувствую с самого низа своей гортани. Somewhere in my heart, in ancient times, I wonder. Он удлинил свой голосовой тракт и опустил эту гортань. Также он держал свои голосовые связки очень расслабленными. В этой части здесь вы можете услышать потрескивание. Итак, гортань не закрыта. Не вот так. На самом деле, там он использует детское рычание. Очень расслабленные связки с низким положением гортани. И он использует то, что мы называем субгармоникой, которая создает иллюзию того, что он берет чрезвычайно низкую басовую ноту, хотя на самом деле нотой не является настоящей, чистой. И то, что вы слышите, это небольшие вибрации в его голосе. И такой же принцип используется в метал-музыке. Есть, конечно, низкие ноты, но нет как бы стопроцентно чистых низких нот. Но чтобы использовать эту технику, так скажем, частично, в одной только этой ноте, и потом полностью трансформировать свой голос в общем из его нормального голоса в этот басистый голос, это Димаш. Полная остановка. Или, как вы говорите в Америке, это не обсуждается. Какой красивый брак голоса и тела. Наша гортань как бы застряла в этой позиции, ну как бы не совсем застряла, но чуть-чуть застряла. И как только звук начинает идти вперед, все, что находится здесь, спускается вниз. И очень красивый расслабленный йодль между нотами. И он снова вернулся к этим красивым широким стойкам. Боже мой, он так знает, что он делает. О, у нас тут дисторция появилась. В последние дни что-то много металла, не так ли? Здесь больше рока и дикости. И вы можете услышать, что здесь он прилагает больше усилий. Так круто! Блин, это слишком. Я думала, что я смогу с этим справиться. Красивый контроль голосовых связок, начиная с тонкой позиции. А затем опуская до этого положения. Попробуйте сами и почувствуйте, как ваша гортань опускается, когда вы переходите к более толстому положению голосовых связок. А потом он делает вот это. 3 ноты с большими интервалами между ними. Но во втором случае... захватывающе. Он как бы тряс головой, что очень быстро подтолкнуло его гортань к определенному месту. На самом деле ему не пришлось делать слишком много сознательных манипуляций с гортанью, если бы он делал что-то подобное. Если бы он пел очень точные ноты. Это как если бы кто-то заставил вас подпрыгнуть. Или если вы дрожите, и ваше тело двигает ваш голос. Или как если бы вы ехали по неровной дороге, и ваше тело двигалось вот так. Я думаю, там это и происходит. Слышала ли я что-то подобное раньше?
Нет. А потом он делает этот великолепный переход в гармонический минорный риф. Мастерство этой мелодии — это просто безумие. Если мы назовем начальную ноту нижней секции корневой нотой, а начальная нота следующей секции начинается на пятой и выше, и мы называем эту ноту доминирующей нотой. Все, что вам нужно знать, так это то, что доминирующая нота — вторая самая мощная нота, если не считать корневую ноту. Он чувствует себя стабильно, даже там, в небе. Ну, наверное, это логично, потому что он инопланетянин. Он же как дома в небе. До сей поры у нас была нота фа. Чистая фа, используя настоящее закрытие связок. Не одну, не даже две, не даже три, не даже 4, а целых 5 октав. Гениальная музыкальная композиция, которая идеально подходит под его голос. Я не могу вспомнить ни одну песню, где мелодия так хорошо подходила бы певцу. На таком уровне ты должен сам писать песни, потому что он ходит там, где еще никто не ходил. New ground far as I can see. New ground underneath my feet. Oh, lovely. My feet. Это уже немного другое вибрато. Это не полноценная диафрагмальная вибрато. Но это также не гортанная вибрато. Это смесь того и другого. Это похоже на вибрато, которое постоянно использует Леон и Льюис. In a stranger's land, you chose to know who I am. We will have this strength to begin. Димаш Кудайберген! Yes. Димаш сделал такой удар. Я это почувствовала. Это было невероятно угрожающее зрелище. Но более того, это действительно помогло ему собрать эту энергию, необходимую для того, что мы сейчас называем белтингом его в миксте. Микстовый не в том смысле, что голос утолщенный, медленный и тяжелый, и не тонкий и растянутый. Скорее где-то между ними. Он использовал назальный звук. Помните, в начале видео мы говорили про начало нот? У нас было штрабасное начало, начало на придыхании, а теперь у нас гортанное начало. По сути, мы пропускаем звук через суженную голосовую щель. Возможно, вы знаете об этом под термином стаккато. И давайте попробуем догадаться, какая же была эта самая верхняя нота в его микстовом белте. Это, фа диез. Он всегда выдает эту фа диез. И это никогда не устаревает. Ну что еще можно сказать про фа диез Димаша, что не было до этого сказано? Мне кажется, что я уже могу написать прозу о фа диезе Димаша и миксовом белте. Вот вам поэма. Когда ты миксуешь эту фа диез, это разрывает мою душу на части. Странно, да, то, что мы вчера только ходили в куртках, а сегодня мы ходим в футболках. У нас погода меняется, не знаю, очень быстро. А также, наверное, вы поняли, что это был очень сложный перевод. Давно я, оказывается, не переводил настолько сложные переводы. И если вы посмотрите оригинальное видео, оно длится, по-моему, 17 минут, а это длится 13. Урезал кое-какие места, где она слишком глубоко вдавалась в объяснение, то есть она там рассказывала про анатомию. Поэтому, да, надеюсь, вам все понравилось. На этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр и не забудьте про ссылки в описании. Всем пока!